Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим о жуках. Что мы знаем о них? Конечно, знаем, видели. Это те самые броневички с цепкими лапками, усиками и невероятным разнообразием форм и расцветок. Кто из нас не видел майского жука? Это тот самый неуклюжий летун, который любит пошуметь теплыми весенними вечерами, врезаясь во все подряд и падая нам на головы. Или красавец жук-олень, украшенный огромными рогами, напоминающими оружие средневекового рыцаря. Многие восхищались божьей коровкой, доверчиво ползущей по ладони, яркой и безобидной на вид. А вот стремительная жужелица, настоящий санитар лесов и огородов, неутомимый охотник за слизнями, улитками и вредными насекомыми. А как насчет жука уникального трудягу, который днями напролет старательно катает свой шарик из навоза? Куда он его катит и зачем? А в ночной темноте загадочно светятся волшебные светлячки-жуки, которые способны создавать собственный свет и превращать лес в сказочное место. Да, друзья, мир жуков огромен, невероятно красочен и по-настоящему увлекателен. И именно об этих удивительных созданиях мы сегодня поговорим поподробнее, здесь и сейчас. Поехали! Жуки, отряд Колеоптера, появились на Земле примерно 300 миллионов лет назад, в каменно-угольном периоде. Тогда наша планета выглядела совершенно иначе. Гигантские папоротниковые леса, болотистые равнины и огромное количество членистоногих. Именно в этом древнем, влажном и богатом кислородом мире зародились первые предки современных жуков. Древние предшественники жуков были похожи на примитивных тараканообразных существ, но отличались тем, что у них постепенно развивалась уникальная черта. Передние крылья начали трансформироваться в прочные надкрылья. Эти надкрылья оказались гениальной находкой эволюции, ведь они идеально защищали нежные летательные крылья и позволяли жуку прятаться в любых укрытиях, под корой деревьев и среди камней, не опасаясь их повредить. В пермском периоде около 250 миллионов лет назад жуки пережили одно из самых катастрофических вымираний в истории Земли – пермское массовое вымирание. Оно уничтожило примерно 90% видов, населявших нашу планету. Но именно после этого глобального катаклизма жуки резко ускорили свое развитие. К середине мезозойской эры, около 200-150 миллионов лет назад, во время динозавров жуки уже разделились на множество семейств и родов, которые очень напоминают современные группы. Именно тогда появились такие знаменитые семейства, как пластинчатоусые, жужелицы, усачи, щелкуны и многие другие. Важным фактором, которым способствовало их развитию, было широкое распространение цветковых растений в меловом периоде, а также появление разнообразных источников пищи, таких как древесина, листья, цветочная пыльца и нектар. В результате эволюции, заняв самые разнообразные экологические ниши, жуки стали самым многочисленным и успешным отрядом животных на нашей планете. Сегодня их более 400 тысяч видов, а ученые предполагают, что реальное количество намного больше. Жуки являются крупнейшей группой среди насекомых и живых существ в целом. Их можно встретить повсюду, в поле и в лесу, на растениях и в почве, в большой реке и в маленькой луже. Мы все знаем полезных и красивых божьих коровок, вредного колорадского жука, ярких бронзовок, больших и эффектных усачей. Однако это лишь малая толика неисчерпаемого разнообразия жуков, живущих рядом с нами. Одни из них очень маленькие, и мы попросту проходим мимо, не замечая их. Другие умеют очень хорошо прятаться. Третьи живут там, где нам просто не придет в голову их искать. Жуки в прямом смысле этого слова являются королями животного царства. По подсчетам ученых, они составляют более четверти всех известных на сегодняшний день видов животных.
Потрясает и разнообразие внешнего вида жуков. Многие с причудливыми выростами на голове и передней спинке, ярко блестящие или матовые, темные или с эффектным рисунком, сильно выпуклые или абсолютно плоские. Очень сильно отличаются они по размерам. Самые мелкие жуки – перокрылки, размером до 1 мм, более чем в 500 раз меньше самых крупных тропических усачей. Их внешний облик, на первый взгляд такой простой, скрывает удивительно сложную и хорошо продуманную природой анатомию. Давайте на них посмотрим повнимательнее. Тело жука состоит из 3 главных отделов – голова, грудь и брюшко. Это 3 сегмента четко разделены и выполняют совершенно разные функции. Голова – это настоящий командный центр. На нем расположены важнейшие органы чувств и питания. У жуков 2 сложных фасеточных глаза, состоящих из множества маленьких глазков – аматидиев. Такое зрение позволяет жукам четко различать движения и форму предметов, хотя мелкие детали воспринимаются ими хуже. Антенны, усики – важнейшие сенсорные органы, воспринимающие запахи, вкусы, движения воздуха и даже температуру. По форме усиков можно понять образ жизни жука. Длинные нитевидные усики у хищников и древесных видов, короткие пластинчатые у навозников или жуков, роющихся в почве. Ротовой аппарат чаще всего грызущего типа, состоящий из крепких челюстей – мандибул. С их помощью жуки легко дробят древесину, листья, семена, а хищники-жуки даже твердый хитиновый панцирь добычи. Да что там говорить, в зависимости от вида едят они все, что только можно. Одни жуки, и таких большинство, поедают различные части живых растений, в том числе кору и древесину, например, листоеды, усачи, долгоносики. Другие являются хищниками, в частности жужелицы и плавунцы. Некоторые паразитируют на других насекомых, как, например, личинки нарывников, и некоторых пестряков. Гниющими растительными и животными остатками питаются различные жесткокрылые, в том числе мертвоеды и пластинчатоусые. Грибная диета свойственна плеснеедам и грибовикам. У некоторых жуков видоизменения ротового аппарата связаны не с питанием, а с половым поведением. Так у самцов жуков, оленей и других их родственников из семейства рогачей сильно увеличенные верхние челюсти мандибулы служат оружием, которое они используют в своих ритуальных боях за самочек. Грудной сегмент жука – это своего рода двигательный отсек. Он подразделяется на 3 части. Передняя грудь покрыта очень крепким и прочным щитком, переднеспинка. Именно этот щиток служит своеобразной защитой для головы и уязвимых мест. Средняя грудь и задняя грудь несут лапы и крылья. Крылья у жуков представлены 2 парами. Передние крылья, надкрылья – это твердые хитиновые щитки, защищающие 2 пару крыльев и брюшка. Надкрылья обычно крепкие, прочные и в сложенном состоянии закрывают брюшко сверху, образуя характерный панцирь. Задние крылья тонкие и перепончатые, скрываются под надкрыльями и служат для полета. Но не все жуки могут летать. У некоторых видов задние крылья полностью атрофированы. И, конечно же, лапы. Их у жука всегда 3 пары. Или всего 6 лап. Они крепкие, сегментированные, отлично приспособленные к бегу, лазанию, копанию или плаванию, в зависимости от образа жизни конкретного вида. Брюшко – это своеобразный технический отсек. В нем расположены органы пищеварения, дыхания, размножения и выделения. Оно сегментировано, покрыто мягким хитиновым покровом, который защищает сверху крепкие надкрылья. На нижней части брюшка расположены дыхательные отверстия – стигмы, через которые жуки получают кислород напрямую из воздуха. Дыхательная система представлена сетью трубочек, трахей, пронизывающих все тело. Внутри тела жуков заполнено органами, которые мало отличаются от прочих насекомых. Пищеварительная система начинается ротовым аппаратом и заканчивается анальным отверстием на конце брюшка. Желудок у жуков часто снабжен мощными мышцами и хитиновыми зубцами для размельчения пищи. Кровеносная система не замкнутая, представлена длинным сердцем в виде трубочки, которая гонит прозрачную гемолимфу, аналог крови у насекомых.
по полостям тела. А нервная система представлена цепочкой нервных узлов ганглиев, соединенных нервными волокнами. Главный мозг находится в голове, от него отходят нервы к органам чувств. И жуки не всегда жуки, они всю жизнь превращаются. Они относятся к насекомым с полным превращением, так называемым полным метаморфозом. Это значит, что из яйца у них выходит личинка, которая совсем не похожа на взрослого жука, и в конце своего роста превращается сначала в неподвижную куколку, а уже затем в имаго, взрослое насекомое. Таким образом, у большинства жуков имеется 4 фазы развития: яйцо, личинка, куколка и имаго. Но из этого правила есть исключения. В некоторых семействах жуков чаще всего в качестве примера приводят нарывников. Наблюдается гиперметаморфоз, появление 5-й фазы в виде особой дополнительной личиночной стадии, которая не похожа ни на основную личинку, ни на имаго. У нарывников эта дополнительная стадия носит название триунгулин. Другим отклонением от общего правила является неотения, то есть способность размножаться на стадии личинки. Примером могут служить неотенические самки из семейства краснокрылов. В развитии самочек тут выпадают сразу 2 фазы – куколка и имаго. Это явление не исключает нормального развития самцов. К другого рода отклонениям от нормального жизненного цикла можно отнести партеногенез – способность самок откладывать жизнеспособные яйца без участия самцов. Это явление встречается во многих семействах жуков, чаще всего у долгоносиков. Здесь сохраняются все 4 фазы развития у самочек, но среди имаго может вообще не быть самцов. И если простыми словами, то большинство жуков откладывает яйца, из которых вылупляются личинки. Личинки, в отличие от взрослых жуков, часто выглядят совершенно иначе. Червеобразные, мягкотелые, без надкрылий. После нескольких линек личинки превращаются в куколок, а из них уже выходит взрослый жук, который откладывает что? Правильно, яйца. У многих жуков питается только личинка, а имаго живет за счет запасов, накопленных во время ее развития. Как правило, у таких жуков личинки развиваются долгое время, часто от 2 до 5 лет, или даже больше, а взрослые жуки живут несколько недель. Обычно личинки и имаго таких жуков живут в разных местах. Личинки обитают в почве или под корой деревьев, а взрослые жуки попадаются на цветах, вытекающих в древесном соке, на земле или в полете. Отряд жесткокрылых или жуков, или коалеоптер, включает в себя 4 подотряда. Архостиматы – наиболее древняя и примитивная группа, давшая начало другим подотрядам, включает около 25 видов из 3 семейств. Миксофаги – очень мелкие жучки, сочетающие в своем строении некоторые признаки архостимат и разноядных жуков, включают 4 семейства и несколько десятков видов. Плотоядные жуки – адефаги, представлены 10 семействами в подотряде адефага. Это жужелицы, плавунцы, вертяшки, толстоусы, жуки-землерои, амфизоиды, гигробииды, плавунчики и ризоиды. Жуки-древоточцы и недавно выделенное семейство аспидитиды. В подотряде адефага насчитывают более 45 тысяч видов жуков. Это преимущественно хищники, а некоторые вторично перешли к питанию растениями. И, наконец, разноядные жуки. Они же полифаги. К ним относятся около 200 семейств и подавляющее число видов жуков, типы питания которых крайне разнообразны. И это действительно очень много. На перечисление, а тем более на описание даже семейств, не говоря уже даже о родах, не то что о видах, не хватит и 100 выпусков. Ох уж эти многочисленные жуки. И как же нам быть? Обычно берут и делают какой-нибудь топ из 5 жуков, а возможно даже из 10. Пишут громкое название и на этом все. Ну а так дело не пойдет. Жуки не для этого протопали такой долгий путь для какого-то топа. Они заслуживают большего внимания и уважения. Давайте сегодня мы с вами поговорим, например, о 35 семействах и посмотрим на некоторых, например, хотя бы видов на 200, а в дальнейшем со временем обязательно будем возвращаться к ним снова и снова. И нам интересно,
И жуки, думаю, не будут против. И начнем мы с долгоносиков или слоников. Почему именно с них? Да потому что долгоносики – самое крупное семейство среди жуков и среди всех животных вообще. Более 80 тысяч видов. Эти жуки имеют очень характерный облик. Передняя часть головы у них вытянута в головотрубку, имеющую вид хоботка. У одних видов она длинная, у других довольно короткая. Окрашены долгоносики по-разному. У некоторых покровы блестящие или в переливающихся чешуйках, а некоторые наоборот сливаются с местом обитания. В этом семействе имеются и очень мелкие виды длиной менее 2 мм, и гиганты размером до 8 см, например, пальмовый долгоносик. Все долгоносики питаются только различными частями растений. Их можно встретить на цветках, стеблях и листьях травянистых растений, под корой и на стволах деревьев. И чаще всего с ними сталкиваются фермеры и повара-кошевары. Долгоносики считаются вредителями различных растений и очень любят некоторые виды круп. Интересно, что у каждого вида есть свои предпочтения. К примеру, один из них повреждает огородные культуры, другой лесные растения, третий садовые. Многим видам даже названия дали, исходя из их предпочтений. Рисовый, пальмовый, свекловичный, кукурузный, ореховый, дубовый, клубничный. А это амбарный долгоносик. Он представляет собой маленького жука темно-бурого окраса с недоразвитыми крыльями. В длину он достигает до полусантиметра. Люди давно с ним знакомы. В 20 веке в раскопках древнеегипетских захоронений были найдены следы долгоносика. При этом в Древнем Риме данный жучок также был известен. И с тех времен долгоносику очень нравилось, сколько человек выращивал вкусного, предлагая делиться. Но люди боролись и никак не хотели отдавать урожай, используя разные средства. Много вреда приносят долгоносики человеку, но они также являются кормом для птиц и других животных. Многие долгоносики питаются опавшими листьями, гниющими древесными остатками и мертвыми растениями. Они участвуют в почвообразовании и помогают разлагать органические вещества. А это зерновки или брухусы, или бобовые жуки. Вечно им белка не хватает. Это жуки, включающие более 1700 видов. Они известны как одни из самых опасных вредителей зерновых и бобовых культур, поскольку их личинки развиваются внутри семян. Ранее их выделяли в отдельное семейство, но сейчас зерновки считаются подсемейством в составе долгоносиков. Ложнослоники – усатые жучки с необычными хоботками. Ложнослоники – семейство жуков, включающие более 3800 видов. Они получили свое название за сходство с долгоносиками, но в отличие от настоящих слоников, их хоботок, удлиненная передняя часть головы, жесткий и неподвижный. Эти жуки встречаются в лесах, на растениях и в древесине, а их личинки питаются грибами, мертвой древесиной и семенами. Трубковерты. Эти жуки являются близкими родственниками долгоносиков, отличаются от них строением усиков, у них более короткие хоботки. У части трубковертов удлиняется участок позади головы и образуется подобие длинной шеи. Обычно трубковерты жуки мелкие или среднего размера, обычно довольно ярко окрашенные. В этом семействе насчитывается более 2000 видов, большинство из которых распространено в тропиках. Другое многочисленное семейство – это листоеды. И тут, пожалуй, самый узнаваемый из них – картофельный листоед, он же колорадский жук, гроза картофеля и слезы огородников. Не так давно в малом количестве обитавший в Южной и Северной Америке, питаясь дикими посленовыми, пока человек всего каких-то 200 лет назад массово не начал возделывать картофель. Жукам понравились аккуратные грядочки любимого лакомства, вряд ли он знал, что это не для него, но все равно жизнь удалась. При таком количестве еды можно и размножаться. Чем больше картофеля, тем больше и жуков. И не важно, где человек высаживает картофель, на каком континенте. Куда картошка, туда и он. На сегодняшний день колорадский жук отсутствует только в Антарктиде и на территории Австралии. Австралийские власти принимают строгие меры карантина и биобезопасности, чтобы предотвратить его проникновение на континент. Однако в Австралии присутствует похожее подсемейство жуков – хризомелины, к которому относится и сам колорадский жук. На территории Австралии обитает около 750 видов и более 40 родов хризомелин, что составляет почти 25% всех известных видов этого подсемейства.
семейства. Листоедов также огромное количество видов, около 40 тысяч видов. Но мы посмотрим на некоторых из них. Тополевый листоед, красный жук с черной головой, питается тополем и ивой. Крестоцветная бложка, маленький черный жук, который прыгает как блоха и обычно встречается на капусте, редисе или горчице. Луковая трещалка, красивый оранжево-черный жук, питается ландышами или лилиями. Щитоноска зеленая, плоский зеленый жук, похожий на капельку. А это листоед мятный. Этот зеленый жук обожает мяту. Возможно, поедая мяту, самцы и самочки быстрее находят общий язык, ведь свежее дыхание облегчает понимание. Еще в одном огромном семействе есть подсемейство жуков со всем нам знакомым названием козявки, насчитывающее более 5800 видов. Например, козявка садовая обитает от Португалии до Центральной Азии, а козявка тысячелистниковая или пижмовая козявка с помощью человека уже добралась даже до Америки. А мы переходим к настоящим спринтерам. Это жужелицы. Представители этого семейства очень сильно различаются по размерам. От крох длиной немногим более миллиметра до гигантов длиной чуть менее 10 сантиметров. В настоящее время известно свыше 40 тысяч видов жужелиц. Жужелицы характеризуются чрезвычайным разнообразием внешнего строения и мест обитания, что позволило им расселиться на всех материках, от пустынь до ледников и горных вершин. Большинство жужелиц быстро бегают и ведут хищный образ жизни. Их добычей являются, как правило, различные беспозвоночные, черви, моллюски и насекомые. Это жужелица шагреневая, характерный обитатель лесов. А это жужелица головастая. Эти насекомые обычно встречаются на песчаных участках вблизи различных водоемов. Жужелица зернистая, одна из самых обычных крупных жужелиц в Евразии. А это красавец красотел пахучий, большой зеленый металлический жук с отливом. А это жужелица крымская, судя из названия, обитает в Крыму. Сине-фиолетовая, длиной до 5 сантиметров. Бомбардиры, кстати, тоже относятся к семейству жужелиц. Это красно-черные жуки, известные своей способностью взрываться, выделяя горячие химические смеси для отпугивания хищников. Еще одни хищники – это стафилины, или хищники-жуки. К стафилинам относится огромное число видов, сильно различающихся между собой по внешнему виду, особенностям места обитания и питания. Их, как правило, легко отличить от всех остальных жуков по их удлиненному телу и сильно укороченным надкрыльям, оставляющим неприкрытой большую часть брюшка. Крылья компактно уложены под надкрылья. Главная особенность – способность быстро бегать и сгибать брюшко, имитируя скорпиона. Большинство стафилинов небольших размеров, но есть и крупные виды, длиной до 5 сантиметров. Стафилины освоили множество скрытых местообитаний, недоступных для других жуков, и расселились практически по всему свету. В настоящее время известно уже более 60 тысяч этих жуков. Посмотрите на обыкновенного стафилина, один из крупнейших до 3 сантиметров и похож на маленького скорпиончика, поднимает брюшко и угрожающе раскрывает челюсти. А мы переходим к пестрякам. Для этих жуков характерно ярко окрашенное, удлиненное тело, часто покрытое густым опушением. У многих пестряков встречается рисунок в виде полосок или пятен на надкрыльях, но есть и одноцветно окрашенные виды. К этому семейству относится около 3500 видов, большая часть из которых обитает в тропических регионах. По местам обитания и образу жизни всех жуков-пестряков можно разделить на несколько групп. Одни из них во взрослом состоянии часто встречаются на цветах, где они нападают на других насекомых и питаются нектаром. Личинки у этих видов развиваются в кубышках саранчевых или в гнездах пчел и ос, уничтожая их личинок и куколок. Другие попадаются под корой или на стволах деревьев, где питаются короедами и другими жуками. Личинки у них живут под корой и также хищничают. А это малашки, жуки с таким интересным названием. Они близки к пестрякам. Свое название они получили от латинского слова малакус – мягкий, нежный, поскольку покровы у них действительно мягкие. Все малашки не крупные жуки, размер которых не превышает 8 мм. Окраска у этих жуков самая разная. Есть одноцветные, часто есть и окрашенные виды. У некоторых имеется различный рисунок на надкрыльях, у многих покровы металлическо-блестящие. Всего насчитывается более 4000
3000 видов малашек, обитающих в разных областях света. Замечательной особенностью малашек являются защитные железы в виде красных мешочков по бокам тела, которые они выпячивают в момент опасности. По всей видимости, таким образом эти безвредные жуки имитируют капли ядовитого вещества, чтобы отпугнуть хищников. Также у самцов многих видов имеются специальные железы для привлечения самок. Блестянки – маленькие, но вездесущие жуки-сладкоежки. Эти жуки, как правило, имеют очень небольшие размеры и часто встречаются на растениях, особенно на цветках, где питаются пыльцой. Обычно блестянки имеют одноцветную темную окраску, но у некоторых видов на надкрыльях имеются яркие пятна и полосы. Покровы тела часто металлически блестящие. В мировой фауне насчитывается более 3000 видов этого семейства. Большинство из них живут в тропиках. Малинники – небольшое семейство жуков, включающее всего около 20 видов, но они известны как вредители ягодовых культур. Их личинки живут внутри малины, ежевики и других плодов, поедая мякоть и семена. А есть жуки – специалисты по грибам. Это грибовики. Семейство представлено лесными видами и распространено по всему свету. В настоящее время известно около 2500 видов грибовиков. Наиболее разнообразная и многочисленная эта группа в тропиках. Обычно эти жуки имеют овальную или вытянутую форму. Покровы часто металлически блестящие, у многих ярко окрашенные. Среди грибовиков встречаются как крохи размером 2-3 мм, так и крупные жуки длиной до 3. Все грибовики, как это явствует из их названия, тесно связаны с различными грибами. Взрослые жуки и личинки питаются плодовыми телами древесных грибов и обитают на их поверхности или внутри них. А есть жуки, которые питаются плесенью, хотя это тоже грибы. Они так и называются – плеснееды. Плеснееды в основном мелкие, овальные или округлые жучки. Многие виды этого семейства ярко окрашены, часто с пятнами или полосами. В мировой фауне насчитывается более 1500 видов плесневиков, из них большинство в тропиках. А это что за усачи? Вот это усищи! Так и есть, это семейство усачи. Жуки с длинными усами. Для большинства усачей характерно вытянутое тело и очень большие длинные усы, часто превышающие по размеру, иногда в 2-3 раза, длину самого жука. Окраска тела у этих жуков самая разнообразная. Усачи или дровосеки – одно из самых крупных семейств жесткокрылых. В настоящее время известно свыше 35 тысяч видов, распространенных по всему земному шару. Усачи – растительноядные жуки. Их всегда можно встретить на стволах и ветвях различных растений, где они могут обгрызать листочки или хвою, или на цветах среди травостоя, где они питаются нектаром. Некоторые усачи во взрослом состоянии и вовсе не питаются. Большинство видов крупные насекомые. Среди них и самый большой из ныне известных жуков – дровосек титан, более 18 сантиметров в длину. Он обитает в тропических лесах Амазонии. А в горах Европы водится альпийский усач – красивый голубой жук с черными пятнышками и питается буковыми деревьями. Усач мускусный, металлический зеленый жук, издает мускусный запах и питается ивами и тополями. А это гроза деревьев черный домовой усач, один из самых опасных вредителей древесины. Его личинки разрушают деревянные здания. Это большой дубовый усач, обитает в старых дубовых лесах. У него личинки долгожители и развиваются до 5 лет внутри древесины. Усач-кожевник, крупный жук до 6 сантиметров, живет в старых лесах и не любит, когда его беспокоят. Жук-орликин, красочный усач с узором из полосок и точек, обитает в Южной Америке и тоже питается мертвой древесиной. И многие усачи могут стрекотать и скрипеть, когда им мешают поедать древесину. А это пластинчатоусы, чрезвычайно разнообразная и многочисленная группа жуков. В настоящее время известно свыше 30 тысяч видов этого всесветно распространенного семейства. Среди них встречаются малыши длиной всего 2-3 мм, так и одни из самых крупных жуков. Это жук-голиаф и жук-геркулес, которые достигают длину до 16 сантиметров. У самцов многих пластинчатоусых имеются различные выросты или рога на голове и передней спинке, которые они используют в борьбе за самок. Для всех представителей семейства характерны усики с асимметричной пластинчатой булавой, за что эти жуки и получили свое название, и копательные голени передних ног с зубцами на переднем крае.
Часть пластинчатоусых во взрослом состоянии питаются частями растений или нектаром, грибами, древесным соком. Другие виды поедают помет различных животных или их остатки. Есть и такие, кто на стадии мага не питается вовсе. Кто не слышал о священном скоробее? Скоробей как раз таки пластинчатоусый, один из самых почитаемых символов Древнего Египта. Считалось, что этот маленький жук повторяет путь солнца, подобно тому, как солнце совершает путешествие по небу, излучая свет и тепло, создавая условия для возрождения жизни во всем сущем. Скоробей перекатывает свой шарик навоза с яйцами с востока на запад, пока зародыши не созреют и не появятся на свет. Жуки-навозники используют помет различных животных в качестве пищи и запасают его для своих личинок. Многие навозники делают шары или груши из помета и откладывают туда яйца, а некоторые еще и предварительно закапывают эту провизию. Также одним из самых известных и всем хорошо знакомых пластинчатоусых являются майские жуки и бронзовки. Взрослые майские жуки активны в сумерках или ночью, а днем сидят на различной растительности. Они питаются листьями деревьев и кустарников. Личинки майских жуков обитают в почве, где поедают корни растений. А бронзовки встречаются в солнечную погоду на различных цветках. Личинки у них обычно развиваются в почве или в трухлявой древесине. Маленькие жуки мало кому интересны, многим подавай побольше и позрелищнее. И для любителей экстрима вот вам такая подборочка из пластинчатоусых. Жук Геркулес, гигантский жук, длиной до 17 сантиметров. Самый длинный жук в мире, живет в тропиках Южной Америки. Жук Голиаф, самый тяжелый жук, может весить до 100 грамм, обитает в Африке и питается фруктами. Жук-носорог имеет массивный рог на голове. Взрослые питаются древесным соком, а личинки мертвой древесиной. А это жук-слон, огромный южноамериканский жук с массивным бивнем. Один из самых сильных жуков, поднимает в 850 раз больше своего веса. А это пальмовый жук-носорог, опасный вредитель кокосовых пальм. Его личинки уничтожают сердцевину пальмовых деревьев. Это все экзотика, но этих крупных жуков многие видели в природе. Это жук-олень, он относится к рогачам. Виды этого семейства также очень близки к пластинчатоусым. Для самцов многих рогачей характерны чрезвычайно развитые мандибулы, которые они используют в качестве турнирного оружия при сражении за самочек. И самцы, как правило, крупнее. К рогачам относятся более 1200 видов, и их большинство живет в тропиках. Многие представители этого семейства имеют довольно крупные размеры, более 5 сантиметров. Эти жуки во взрослом состоянии питаются древесным соком, либо не питаются вовсе, обитают в лесах и ведут обычный ночной образ жизни. Личинки развиваются в трухлявой или гниющей древесине, причем их развитие может затягиваться до 6 лет. А это небольшие, но милые мохнатые хрущики. Это семейство крайне близко к пластинчатоусым. Большинство видов мохнатых хрущиков ярко окрашены и покрыто густыми волосками, из-за чего они внешне напоминают пчел или шмелей. Мохнатые распространены повсеместно, но больше всего их в северном полушарии. В настоящее время специалисты насчитывают порядка 80 видов этого семейства. Огнецветки имеют очень эффектный внешний облик. У многих из них большая часть тела ярко-красная или оранжевая. Покровы тела этих жуков довольно мягкие. Среди огнецветок есть как и сравнительно небольшие по размеру, так и довольно крупные, длиной до 2 см виды. Это небольшое семейство, в котором известно около 150 видов, обитающие главным образом в лесах северного полушария и Юго-Восточной Азии. Еще одно огромное семейство – это чернотелки. Они славятся своей выносливостью, обитают в самых засушливых местах планеты. Они выживают без воды неделями. Некоторые виды поглощают влагу прямо из воздуха. Они могут пережить высокие температуры и недостаток кислорода. Большинство чернотелок имеют одноцветно окрашенное, темное тело, хотя у некоторых видов присутствует цветной рисунок в виде пятен или полос. Форма тела у этих жуков самая разнообразная. Они могут быть уплощенными или сильно выпуклыми, продолговатыми или почти шаровидными. Размеры у них также сильно различаются. Есть как и небольшие виды, несколько миллиметров длиной, так и напротив очень крупные, до 8 сантиметров. К этому семейству, распространенному по всему миру, относятся около 20 тысяч видов. Кстати, личинок чернотелок, мучного хрущака, выращивают в промышленных масштабах, как биодобавку.
Пыльцееды очень близки к чернотелкам. Отличаются от них тем, что коготки мелкогребенчатые. Виды этого семейства обычно невелики или имеют средние около 1,5 см размеры. Окраска тела у них различная, но обычно темных тонов. В мире насчитывается около 2000 видов пыльцеедов, большинство из которых встречается в тропиках. А мы переходим к жукам с жутким названием – нарывники. Эти жуки получили свое название из-за содержащегося в их крови ядовитого вещества канторидина, который может вызывать нарывы при попадании на кожу человека. Нарывники имеют разный внешний вид. Одни из них часто попадаются на цветках, имеют яркую окраску и хорошо летают, тогда как другие, ползающие по поверхности почвы, лишены крыльев и обычно окрашены в одноцветные тона. Обычно эти жуки достигают длину до 2 см. К жукам-нарывникам относятся более 2500 видов, обитающих практически по всему свету. Большинство всех разных видов нарывников встречается в степях и полупустынях. Взрослые жуки питаются различными частями растений, главным образом листьями и цветками. При высокой численности ряд видов может наносить серьезный ущерб посадкам сельскохозяйственных растений. А у бескрылых нарывников, жуков-маек и некоторых других личинки паразитируют в гнездах перепончатокрылых. Личинки первого возраста у них подвижные, с развитыми ногами. Они подстерегают своих хозяев, пчел или ос, на цветках и, прикрепляясь к ним, попадают в их гнезда. Там они линяют и превращаются в малоподвижных червеобразных личинок, которые вначале съедают личинку хозяина, а затем питаются запасами, приготовленными для нее. Но для человека на слуху более распространен другой нарывник, хотя мало кто их видел. Это шпанская мушка. Этот нарывник ярко-зеленого металлического цвета. Этот жук также выделяет канторидин, который с давних пор используется в медицине и афродизиаках. Но есть один очень важный нюанс. Канторидин – это сильный яд. Передозировка может привести к тяжелым отравлениям, сопровождающимися сильными болями в животе, рвотой, диареей, воспалением мочевыводящих путей, поражением почек и даже смертью. Горбатки – эти родственники чернотелок и нарывников часто встречаются на цветах, где питаются нектаром. Их легко отличить от других жуков по характерной форме тела и концу брюшка, вытянутому в шип. Обычно горбатки окрашены в темные тона, но у некоторых видов имеется рисунок из светлых пятен. В целом, это небольшие жуки, которые редко превышают длину 1 см. Насчитывается около 1500 видов этого семейства, и эти жуки отлично прыгают, используя задние ноги как катапульту. При опасности горбатки совершают подобие кувырка и падают вниз. Это одна из их характерных особенностей. Личинки развиваются в древесине или в стеблях травянистых растений. Они удлиненные, червеобразные и с короткими ногами. А это узконадкрылки. Стройные жуки с длинными ногами и ядовитым секретом. Эти жуки очень схожи с горбатками по образу жизни и развитию личинок. Они обычно имеют однотонную, часто металлически блестящую окраску и вытянутое тело. Покровы у них мягкие. Характерной особенностью является место прикрепления усиков. У них усики прикрепляются к лбу, а не по бокам головы, как у их родственников из близких семейств. Это довольно небольшие жуки. Лишь некоторые виды относительно крупные и достигают около 2 см в длину. Семейство насчитывает около 1500 описанных видов. А это щелкуны. Они получили свое название из-за своеобразного строения грудного отдела, благодаря которому перевернутый на спину жук может подпрыгивать, часто с громким щелчком. Это помогает им уходить от опасности. Щелкуны – довольно большое семейство. В настоящее время известно более 12 тысяч видов, и они распространены по всему свету и обитают в самых разных условиях. Личинки щелкунов – проволочники. У одних видов живут в гнилой древесине или под корой, у других в почве или подстилке. Наконец, есть щелкуны, у которых личинки живут в песке или в гальке по берегам водоемов. А некоторые виды щелкунов перебрались на поля и садовые участки, нанося серьезный вред различным сельскохозяйственным культурам. Замечательной способностью обладают некоторые щелкуны из тропиков Южной Америки. Они имеют особые органы свечения на передней спинке и брюшке, а помимо этого светятся также личинки и даже яйца этих щелкунов.
снов. Взрослые жуки используют свет для поиска своей половинки, а их хищные личинки, живущие в старых термитниках, привлекают им свою потенциальную добычу. Но не только светящиеся жуки живут в Южной Америке. Все мы знаем светлячков, да только мало кто их видел вживую. Оказывается, самочки светляков больше похожи на личинок, и они светятся намного ярче самцов, что позволяет крылатым, активно летающим самцам находить их. Светиться у разных видов могут как самцы, так и самочки. Свет эти жуки излучают с помощью специальных органов, обычно расположенных на брюшке. В этом органе, фитофоре, содержится фермент – люцифераза. Когда кислород соединяется с люциферином, происходит свечение. Это холодный цвет, и он не выделяет тепла. В мире насчитывается около 2000 видов светляков, но наиболее богато представлены все-таки тропическая фауна. Большинство светляков ведет ночной образ жизни. Личинки-светляки – хищники, нападающие на моллюсков и других беспозвоночных. А это златки. Они не светятся, но очень красивые. Златки получили свое название из-за блестящих, часто очень некрасиво окрашенных покровов. Эффектный облик этих насекомых издавна привлекал людей. Во многих странах из златок даже изготовляли разнообразные украшения. Размеры тела у златок сильно различаются. Есть мелкие виды длиной в несколько миллиметров, но много и крупных представителей длиной в несколько сантиметров. В мировой фауне насчитывается более 15 тысяч видов златок. А этих жуков знают все. Конечно же, это божьи коровки. Благодаря своей запоминающейся внешности, эти жуки всем очень хорошо знакомы с детства. И у них целое семейство, и не маленькое. К ним относятся более 5000 видов, распространенных по всему свету. И каких только расцветок у них нет, помимо красной семиточечной. Но в чем-то они похожи, так это в строении тела. Обычно они имеют округлое, сильно выпуклое тело. У части видов тело овально вытянутое, уплощенное. Большинство божьих коровок ярко окрашенные, имеют рисунок в виде контрастных пятен или точек. Такая окраска предупреждает хищников о несъедобности этих насекомых. Размеры тела божьих коровок обычно невелики, от нескольких миллиметров до примерно 1,5 сантиметров. И большинство божьих коровок – хищники, активно охотящиеся за своей добычей на различные растительности. Питаются они тлями, червецами, некоторыми другими насекомыми и клещами. Среди божьих коровок есть и виды, которые поедают различные части растений или питаются грибами. Короеды. Эти жуки являются родственниками долгоносиков, но сильно отличаются от них по внешнему виду. В мировой фауне насчитывается около 6000 видов этого семейства. Большинство из них живет в тропических регионах. Короеды обычно тесно связаны с древесной растительностью. Личинки у них развиваются под корой или в древесине, выгрызая в ней длинные своеобразные ходы. Самки делают в древесине ходы, куда откладывают яйца, и после вылупления личинок заботятся о состоянии этих ходов. Некоторые виды короедов заражают древесину грибами, которые также служат питанием для личинок. От короедов переходим к кожеедам. Небольшим жукам овальной или цилиндрической формы. Обычно они имеют темную окраску, часто со светлыми перевязями или пятнами из чешуек либо волосков. Это относительно небольшое семейство, к которому относится около 1000 видов. Представители этой группы встречаются практически повсеместно, но наиболее многочисленны в местах обитания с жарким и сухим климатом, в пустынях и полупустынях. Кожееды смогли освоить самые разные объекты питания и поэтому обитают в самых разных местах. Их можно встретить на цветах, под корой и в дуплах деревьев, в гнездах птиц и норах млекопитающих, на падали и в гнездах перепончатокрылых и пауков. Многие из них стали книголюбами, когда поселились в жилищах человека и стали серьезными вредителями запасов, одежды, музейных коллекций. А есть жуки, которые на дух не переносят пустыни. Они освоили водоемы, и таких немало. Плавунцы – одни из самых характерных водных жуков. Они идеально приспособлены для жизни в толще воды. У них обтекаемое тело, мощные уплощенные плавательные задние ноги, а для дыхания под водой они используют запас воздуха, который переносят под надкрыльями.
Это семейство распространено практически везде и насчитывает около 4000 видов. Большинство плавунцов – хищники, питающиеся личинками насекомых и другими беспозвоночными. Крупные виды могут нападать на головастиков и мальков рыб. И у плавунцов часто встречается такое явление, как каннибализм. Личинки плавунцов также активные хищники. Они прокалывают жертву острыми серповидными челюстями, вспрыскивают в нее секрет слюнных желез, которые растворяют внутренности добычи, а затем высасывают ее. Практически все стадии развития, за исключением стадии куколки, у плавунцов проходят в воде. Самки плавунцов могут откладывать яйца на дно водоема, в ил, либо на поверхность водных растений, или в их ткани. И в водоемах плавунцы обычно являются одними из основных хищников. Однако и они могут становиться добычей различных беспозвоночных – рыб, птиц и млекопитающих. А это водолюбы, жуки-ныряльщики. Большинство жуков-водолюбов, как и плавунцы, обитают в различных водоемах. От плавунцов их легко отличить по коротким усикам и развитым челюстным щупикам, которые часто заметно длиннее усиков. Среди водолюбов встречаются как мелкие, так и очень крупные жуки, длиной свыше 4 сантиметров. Ряд водных видов плавает крайне плохо, но среди водолюбов есть и хорошие пловцы. Они не гребут ногами синхронно, как это делают плавунцы, а совершают ими поочередные взмахи, в связи с чем движутся не очень быстро. А это неугомонные вертячки, водные жуки, которые кружатся на поверхности. Вертячки – семейство необычных водных жуков, насчитывающее около 800 видов. Они получили свое название за способность стремительно кружиться на поверхности воды, создавая эффект водоворота. Эти жуки обладают раздвоенными глазами, позволяющими одновременно видеть и под водой, и над ней. Вертячки, наряду с плавунцами, одни из самых обычных и легко узнаваемых водных жуков. Обычно это жуки небольшого размера, но длина некоторых преимущественно тропических видов достигает 2 и более сантиметров. В отличие от плавунцов, обитающих в толще воды, вертячки приспособились к жизни на ее поверхности. Это хищные жуки, они разыскивают добычу, кружась по поверхности воды большими стайками. Своих жертв они хватают передними ногами. При опасности вертячки ныряют и на некоторое время скрываются в толще воды. А мы от вертячек переходим к карапузикам. Карапузики – жуки, имеющие чрезвычайно характерный облик. Тело у них очень компактное, овальное или круглое, обычно заметно выпуклое, реже сильно уплощенное. Многие жуки-карапузики имеют одноцветную черную окраску, и у некоторых имеется контрастный рисунок в виде пятен на надкрыльях. В мировой фауне насчитывается более 3500 видов. Карапузики очень разнообразны по своему образу жизни. Их можно найти в различных разлагающихся субстратах, в лиственной подстилке, в ходах насекомых, под корой и в древесине, в гнездах и норах птиц и млекопитающих, в термитниках и муравейниках. И взрослые жуки и личинки – хищники, питающиеся в основном личинками насекомых. А это мертвоеды, довольно своеобразные жуки, обитающие в основном в северном полушарии. И всего известно более 200 видов. Несмотря на свое название, не все мертвоеды питаются на падали. Среди них есть и настоящие хищники, и даже растительноядные виды. Мертвоедов разделяют на несколько групп, в том числе собственно мертвоедов и жуков-могильщиков. Жуки-могильщики закапывают трупы мелких позвоночных и откладывают на них яйца. Вылупившиеся личинки питаются на трупе. Некоторые могильщики даже остаются вместе со своими личинками и сами ухаживают за ними, в том числе и кормят. Собственно, мертвоеды также могут питаться мертвечинкой, но не закапывают их. Среди них есть и виды, поедающие различных беспозвоночных. А это мягкотелки, жуки с мягкими надкрыльями и хищными личинками. Мягкотелки – это семейство жуков, насчитывающее более 5000 видов. И главная особенность – гибкие и мягкие надкрылья, из-за чего их часто называют солдатиками. Многие их еще называют жуки-пожарники. Эти жуки встречаются на цветах и листьях, а их личинки – хищники, охотящиеся на насекомых в почве. Мягкотелки обычно имеют удлиненное тело и узкие крылья, встречаются в различных местностях, включая леса, поля и сады. Итак, дорогие друзья,
мы и познакомились с множеством семейств жуков и узнали, что они маленькие биологические машины, идеально приспособленные к жизни в самых разных условиях. Их потрясающее многообразие и сложность строения позволили занять практически все возможные ниши на нашей планете. Это одна из самых успешных групп животных на Земле. Они населяют все континенты, кроме Антарктиды, и приспособились к самым разным условиям жизни, от пустынь до тропических лесов, от подземных глубин до верхушек деревьев. Жуки выполняют множество функций. Одни опыляют растения, другие перерабатывают органику, третьи охотятся на вредителей. Без них баланс природы был бы нарушен. Но несмотря на хитиновый панцирь и защитные механизмы, жуки не являются непобедимыми. Птицы охотятся на личинок и взрослых особей. Земноводные рептилии, лягушки, ящерицы, хамелеоны ловят жуков в траве и на деревьях. Млекопитающие, ежи, барсуки, летучие мыши с удовольствием поедают этих насекомых. Другие насекомые, богомолы, осы, муравьи и даже сами жуки, таких как жужелицы, охотятся на своих сородичей. Да и человек иной раз, перекусит жуком или личинкой. Они древние выживальщики, прошедшие миллионы лет эволюции. Без жуков жизнь на планете была бы совершенно иной. Жуки — это незаметные, но величественные строители природы. Мы можем их не замечать, но они формируют мир, в котором мы живем. Если бы жуки исчезли, экосистемы столкнулись бы с кризисом. В мире стало бы больше вредителей, природа оказалась бы перегружена органическими остатками, а растения лишились бы опылителей. Невидимые герои нашей планеты, от которых зависит больше, чем мы привыкли думать. Жуки. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами канал Планета Земля.